Привет, друзья! С вами вновь я, Артем Шамардин, и компания АВ Нирвана. Уже несколько лет в шоуруме компании мы проводим тестирование лучших проекторов для домашнего кинотеатра. Однако в последнее время я часто вижу в комментариях под нашими роликами и на различных форумах в интернете высказывания о том, что время проекторов подходит к концу. Их неизбежно вытеснят телевизоры, диагонали которых растут, а стоимость за дюйм становится меньше. Впрочем, были времена, когда предрекали скорую кончину и самому кинематографу. Его уже давным-давно должно было полностью вытеснить телевидение. Но с момента первого публичного кинопоказа, устроенного братьями Люмьер 28 декабря 1895 года в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже, кино по-прежнему живо, как и проекционные технологии, которые в последние десятилетия к тому же бурно развиваются и совершенно точно не собираются останавливаться на достигнутом. Я всегда говорил, что кино — это проектор и только проектор, и продолжаю настаивать на этом. Можно сколько угодно иронизировать над словосочетанием «магия отраженного света», но те, кто хотя бы один раз поддался этому волшебству, уже не согласятся на меньшее. Ведь проектор — это возможность оказаться в большом кино у себя дома. Это не просто способ просмотра, это подлинное таинство, это настоящий ритуал для киногурманов, когда тухнет свет, а луч, пронзающий темноту зала, рисует шикарную картинку на большом экране, и мы вновь погружаемся, пусть в иллюзорный, но столь притягательный мир киноискусства. Сегодня мы решили познакомить вас с проектором от компании, имя которой неразрывно связано с индустрией кино, компанией Christie, мировым лидером в производстве профессиональных проекционных систем, прежде всего для кинотеатров. Проекторами Christie оборудованы кинотеатры Dolby Cinema. Они стоят в том самом зале, где вручают премию «Оскар», и в залах Каннского кинофестиваля. Итак, нашим героем сегодня будет проектор Christie Griffin 4K 50 RGB. Цифра 50 в его названии означает яркость. 50 тысяч люмен по стандарту ISO и 44 500 люмен по ANSI. Это лишь сухие цифры, но вдумайтесь, что они означают на практике. Представьте себе экран с диагональю 700 дюймов или шириной 15,5 метров. Так вот, этот проектор может выдать на нем стандартный 100 нит яркости, а с экраном диагональю 300 дюймов все 550 нит. Именно поэтому Griffin позиционируется компанией как решение премиум-класса, прежде всего для профессионального применения и инсталляции в больших залах, музеях, планетариях и концертных площадках, для проведения масштабных публичных мероприятий и арт-проектов, где критически важны яркость, детализация и надежность. Однако это вовсе не означает невозможности его использования в по-настоящему большом частном кинозале для просмотра фильмов. Более того, в ассортименте объективов, которые предлагает компания для использования с этим проектором, есть специальные модели, увеличивающие on-off контрастность в 2,5 раза, со стандартных 2000 к 1 до 5000 к 1. Но даже базовая версия этого проектора все равно представляет большой интерес, и возможностью его протестировать нельзя было не воспользоваться. Этот проектор и объектив из линейки High Brightness с диапазоном коэффициента проекции 1,31 к 1, 1,63 к 1 были нам любезно предоставлены российским офисом Christie. Теперь пару слов нужно сказать о технических характеристиках и дизайне проектора. Его размеры впечатляют. Длина корпуса составляет 922 мм, ширина 635, а высота 380 мм при весе 89 кг без объектива. Однако, с учетом его колоссальной яркости, эти габариты можно считать даже компактными. По факту он меньше и легче всех своих конкурентов с сопоставимой яркостью. Охлаждается проектор с помощью системы кулеров и блока жидкостного охлаждения. Причем шум этой системы также можно признать относительно умеренным. Но все же при инсталляции в частный кинозал, где критически важен акустический комфорт, стоит поместить проектор в отдельное техническое помещение. Впечатляет и номинальная потребляемая мощность проектора, которая составляет 2800 Вт, а максимальная 3800. Проектор основан на 3 отдельных для каждого из основных цветов RGB DMD-чипах от компании Texas Instruments размером 1,38 дюйма с полным нативным разрешением 4К 4096 на 2160 пикселей.
Аппарат позволяет корректировать конвергенцию трех панелей как вручную отверткой, так и с пульта дистанционного управления, добиваясь практически идеальной резкости. Немаловажно, что блок матриц является полностью герметичным и исключает проникновение пыли. Источником света выступают 3 твердотельных лазера, также для каждого из основных цветов, что позволяет проектору обеспечивать 98% охват цветового пространства BT2020. Компания заявляет, что срок жизни лазерного источника света до 50% снижения яркости источника составляет 25 тысяч часов при использовании проектора на полной яркости и 50 тысяч часов на 60% яркости. Благодаря возможностям системы автокалибровки с помощью системы Light Lock любой контент будет выглядеть на нем так же хорошо на протяжении всего срока службы проектора, как и в первый день. При тестировании мы убедились, что благодаря этой системе фактически Griffin не требует дополнительной калибровки. Гамма и цветопередача были практически безупречны. При инсталляции Griffin позволяет его ориентировать в пространстве как угодно, как в обычном, так и в перевернутом виде, и даже вертикально на боку, а благодаря широкой гамме объективов от сверхширокоугольного до длиннофокусного инсталляция его возможна как в огромных, так и в сравнительно небольших помещениях. На вход проектор поддержит HDR-видео в 4К с частотой 60 Гц, а с опцией Mirage 120 Гц или 4К 60 Гц на каждый глаз для 3D-контента, что обеспечивает фантастическую производительность активного 3D при высокой яркости и отсутствии перекрестных помех. Опция Mirage Pro добавляет дополнительные возможности: 240 или 480 Гц при разрешении 2К и Crystal View одновременный просмотр нескольких видов контента. Например, это позволяет двум игрокам одновременно играть на большом экране Sony PlayStation. За обработку изображения отвечает фирменный процессор Crystal TrueLife Plus с 12-битной обработкой цвета и полной поддержкой цветовой субдискретизации 4:4:4. Что же касается нативной on-off контрастности, то заявленное паспортное значение не особенно впечатляет, всего 2000 к 1. Но, как я уже упоминал, с высококонтрастным объективом оно может достигать уже 5000 к 1, что тоже вряд ли можно признать рекордным в сравнении с проекторами Sony и GVC, основанными на технологии LCOS. Но тут есть один немаловажный нюанс. Дело в том, что при всех своих достоинствах технология LCOS не может похвастаться рекордной контрастностью ANSI, отчего в ярких сценах и в сценах, сочетающих темные объекты на светлом фоне, пластичность и объемность изображения ухудшаются. Для технологии DLP, особенно в проекторах, основанных на таких крупных DMD-чипах, как Griffin, напротив, характерна не самая высокая контрастность on-off, но очень высокая при измерении по методу ANSI. Разъемы на боковой панели включают порт Ethernet, 2 порта USB, порт HDMI 2.1, 2 порта HDMI 2.0, порты DisplayPort версии 1.4 и 1.2, порт RS-232 и порт для 3D-синхронизации. Также порт для подключения передатчика Crystal Terra для передачи несжатого видеоконтента по сетям Ethernet 10G с нулевой задержкой, порты для оптоволоконного кабеля для использования с передатчиком Crystal Link. Что касается управления проектором, оно возможно самыми разными способами, как с помощью пульта дистанционного и проводного управления, так и путем доступа к вейп-интерфейсу по сети, который позволяет регулировать все параметры. Кроме того, сбоку проектора можно увидеть цветную информационную панель с наиболее важными параметрами, информацией о статусе работы проектора и необходимыми кнопками для прямого управления. Разумеется, проектор поддерживает современные системы автоматизации при подключении к локальной сети, а с помощью приложения Crystal Conductor можно управлять до 256 проекторами в одной сети. Тестирование проектора мы проводили, как обычно, на экране Stewart Sima с полотном Neve диагональю 135 дюймов, а в качестве источника сигнала использовался плеер Zido UHD 8000. Для того, чтобы раскрыть максимально потенциал Griffin, мы использовали для тон-маппинга HDR и апскейла Full HD видео до 4К видеопроцессор Medvr Envy Extreme MK2. Обычно мы начинаем тестирование с измерений, но на этот раз мы так увлеклись просмотром кинофрагментов на Griffin, что времени на измерение просто не осталось. Впрочем, это вряд ли можно назвать проблемой, так как в отличие от большинства производителей проекторов, компания Crystal заявляет паспортные данные в точности соответствующие измерениям. Тем не менее, перед просмотром фрагментов мы смогли оценить качество проектора по тестовым паттернам. Как обычно, мы включили очень сложный для любого проектора тест Quick Brown Fox.
попиксельная четкость и отсутствие каких-либо артефактов просто поразительны. Кажется, что это высококлассный профессиональный монитор. Ни на одном из протестированных нами проекторов мы не видели такого уровня четкости. Обращаю ваше внимание на то, что при съемке и выкладывании на YouTube цветовая субдискретизация снижается. На экране же мы видели цветной шрифт практически идеально прорисованным. Тест на Муар также удивил почти стопроцентным качеством полученного результата. Цветовая и яркостная равномерность белого и серого поля были очень высоки, однако использовать максимальный зум объектива для сохранения этого результата не стоит. На черной заливке и в сочетании ее с белыми объектами каких-либо артефактов, вызванных переотражениями внутри оптического тракта, мы не выявили. Проверка на бандинг также показала выдающийся результат. Что касается обычных для наших обзоров тестирования систем усиления четкости, кадровой интерполяции и динамического лазерного димминга, то проверить эти параметры невозможно ввиду отсутствия их в проекторе. Очевидно, что все это обусловлено ориентацией проектора на профессиональное применение. А теперь пришла пора поделиться впечатлениями от просмотра фрагментов. Начали мы, как обычно, с SDR-релизов. Один из лучших классических эпизодов Бондиана «Вид на убийство» 1985 года с Роджером Муром сразу дал понять гигантский потенциал проектора. Гриффин сохраняет нетронутым очарование пленочного оригинала, не портит его разрушающей цифровой обработкой. Фильм выглядит так, будто ты его смотришь в настоящем кинотеатре. Правда, кинотеатров, способных продемонстрировать такое качество, очень немного. Ослепительная яркость белоснежного снега, отличный внутрисценовой контраст и пластичность, безупречная передача четкости в динамике и идеальная цветопередача. Это просто невероятно. Знаменитую сцену из 5-го эпизода «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар» мы также взяли с Blu-ray диска, так как выпущенное под эгидой компании Disney издание в Ultra HD содержит явное цифровое шумоподавление и имеет невыразительные цвета. Гриффин вновь подтвердил, что создан для большого кино. Картинка была такой, какой она и должна быть – яркой, живой и натуральной. Если уж пересматривать классику, то только так. Одним из важных характеристик качества оптического тракта является то, как проектор способен отображать черно-белый контент. Кадры из сериала «Рипли» в Ultra HD SDR сражают наповал своей безупречной четкостью, нейтральностью цветопередачи и разборчивостью самых мелких деталей в светлых и темных участках кадра, и отсутствием каких-либо цветных окантовок на тонких линиях, чем грешат большинство проекторов для домашнего кинотеатра. Посмотрите на текстуру пиджака героини Дакоты Фаннинг. Кажется, что это не видеоряд со стриминга, а шикарная фотография в высоком разрешении. Недавнее издание легендарного фильма концерта группы Pink Floyd в Помпеях, снятого в 1972 году, поражает качеством изображения и звука. А на проекторе Кристи Гриффин картинка настолько реалистична, что ты оказываешься прямо там, посреди развалин древнего амфитеатра вместе с музыкантом. Кадры из фильма Тони Скотта «Дежавю» с Дензелом Вашингтоном с обычного Full HD Blu-ray на проекторе Кристи Гриффин получают какое-то новое качество. Безупречная цветопередача, насыщенность, динамика и четкость изображения захватывают дух. На этом проекторе хочется вновь пересмотреть все любимые фильмы. Ремастированная и изданная в 4К режиссерская версия фильма «Царство небесное» — еще один пример удачного трансфера в Ultra HD, не испорченного избыточной цифровой обработкой. Кристи Гриффин бережно сохраняет все достоинства релиза, и фильм выглядит едва ли не лучше, чем в день его премьеры.
Еще одна нестареющая классика – «Беглец» с Харрисоном Фордом. Новое Ультра HD издание на Griffin выглядит не как цифровая копия, а как кинопленка, на которую снимался фильм. Картинка буквально дышит, а максимально широкий цветовой охват проектора здесь не просто на бумаге, он очевиден в реальности. «Дюна 2» Дени Вильнёва – эталонный пример перфекционизма в кино. И когда ты смотришь такой фильм на проекторе Кристи Гриффин, кажется, что все, что ты видел до этого, было просто трейлером. С картинкой референсного уровня этот проектор способен всерьез удивить даже бывалого киномана. Лишь в самых темных сценах немного не хватает глубины черного, поэтому проектору, на мой взгляд, необходимы и высококонтрастный объектив, и лазерный диммер. Трудно было остановиться, но возможности по времени были ограничены, и мы решили завершить просмотр фрагментов фильмом Дамьена Шазела «Одержимость». Картина довольно темная, но тем не менее даже при скромном он-офф контрасте проектора картинка выглядит максимально убедительно, и ни одна, даже самая мелкая деталь в тенях не ускользает от внимания. Если резюмировать все впечатления, которые мы получили от увиденного, можно сказать, что Кристи Гриффин дарит незабываемые эмоции и впечатления, превращая сеанс просмотра фильма в высокую кинематографию. Для обсуждения итогов тестирования мы пригласили в нашу импровизированную студию гостей. Прежде всего, хочу вам представить Викторию Субботину, представителя компании Кристи в России, и Александра Гаврилова, который является профессиональным проектировщиком домашних кинозалов, калибровщиком и человеком, у которого большой опыт в работе с профессиональным использованием вот подобных проекторов, ну, скажем так, в серьезных проектах, да, таких как концерты, арт-проекты и так далее и тому подобное. Прежде чем задавать вам вопросы, хочу отдельно поблагодарить вас и компанию Кристи за эту уникальную возможность увидеть этот аппарат, который очень большое на меня произвел впечатление, вживую. И если начинать наш диалог, то мне хотелось бы от вас услышать краткую историю компании Кристи, потому что не все зрители, наверное, понимают, что это за компания, какой она имеет, ну, скажем так, роль в индустрии. Спасибо тоже, что позвали меня. Вообще, я работаю на компании Кристи 10 лет и готова говорить про проекторы наши просто днем и ночью, потому что продукт классный, и продавать его одно удовольствие, на самом деле. И история в нашей компании, она невероятная. Нашей компании через 4 года будет 100 лет, представляете? Цифры колоссальные, и за эти 100 лет произошло невероятное количество событий, много технических открытий. Мы единственная проекционная компания в мире, которая получила 3 Оскара за технический вклад в киноиндустрию. И мы на самом деле такими являемся передовиками в проекционных технологиях. Мы очень много выпускаем новых технологий первыми. Так было с первым цифровым DLP-проектором, с RGB-проектором. То есть мы всегда стараемся выбирать какую-то технологию, видим, что через 10-15 лет она выстрелит, и мы, значит, начинаем в нее вкладываться уже сейчас. То есть мы всегда выбираем качество, для нас это очень важно. Вообще мы очень много сотрудничаем с режиссерами, потому что когда они только там задумали, например, снимать свой фильм или снимают его сейчас, они должны понимать, а смогут ли они его показать, будет ли та технология сейчас стоять в кинотеатрах, чтобы зритель конечный увидел. Так мы сотрудничаем, например, с Джеймсом Кэмероном, когда он и первого «Аватара» снимал, и второго «Аватара». Там первый «Аватар» это вообще был снят в цифре. Нужно было успеть всем кинотеатрам как можно быстрее оцифроваться, чтобы получить кассу с первого «Аватара». И всегда на его съемочной площадке есть наш проектор, чтобы он отснял и посмотрел, мол, как зритель увидел там тот синий, который он хотел или нет. Да.
Очень гордимся тем, что нас 19-й год подряд выбирают как технического партнера Каннского фестиваля. Всегда в зале, там главным предпросмотром стоят 3 наших проектора. Пленочный, RGB, про который мы там сегодня будем говорить много, и еще ламповый. И режиссер, когда показывает свой фильм, он сам выбирает, на каком проекторе показать. Ну, если на пленке снято, понятно, пленочный. Если некоторые такие есть староверы, которые считают, что свет лампы, он такой особенный, какой-то Тёплый. магический, да, теплый. Вот, они выбирают ксеноновый проектор, ну и уже такие модные ребята идут в RGB и показывают на нем. Вообще очень интересно, что изначально компания Christie делала Power Supply для автомобилей. И у нас есть такая красивая легенда, что Power Supply до сих пор лежат в основе наших сейчас проекторов. Конечно, это уже не так, но звучит очень красиво. Да, интересно. Я думаю, пора возвращаться к нашему проектору, который мы сегодня обозреваем. Если зайти на сайт Christie, вот обычному пользователю, он, мне кажется, может немножко запутаться в этих моделях, их классификации, их предназначению, и поэтому возникает такой вопрос. Вот конкретно эта модель Griffin, какое она занимает место в линейке модельного ряда, который вот представляет компания? Я бы разделила всю линейку на 3 части. Во-первых, это кинопроекторы. Это проекторы, которые стоят только вот в коммерческих кинотеатрах. Мы смотрим с вами премьерные фильмы на них. А вторая часть наших проекторов, мы их называем Enterprise. Это все, что не кино. Это то, что мы с вами используем в домашних кинотеатрах, в театрах, в цирках, мэппинг, большие шоу, музеи, конференц-залы и так далее. И третье, это у нас такие уникальные проекторы, как наши Christie Eclipse, Sapphire или Cinity. Это такое что-то вне модельного ряда, но для понятных, точных своих задач. Griffin у нас из линейки Enterprise, и это наш самый яркий проектор. Мало того, что он самый яркий, у него нативная 4К матрица, и это RGB проектор. Это значит, что внутри 3 лазера прям в одной маленькой коробочке. Это просто вау. То есть в нашем модельном ряде Enterprise это самый топовый проектор. Ну, если уж о нем зашла речь, я хочу поделиться своими впечатлениями от просмотра фильмов и фрагментов. Мы вчера практически целый день этим занимались. Я могу сказать, что долго не мог заснуть, потому что ту же самую Дюну 2 я увидел как будто в первый раз. Это совершенно иные впечатления. Впечатление можно сравнить с очень хорошим большим публичным кинозалом, только немножко лучше. Первое, что бросилось в глаза, это, конечно, потрясающий цветовой охват. То, что там китайские производители заявляют, у нас тоже 3 лазера, и у нас тоже там чуть ли не 100% BT2020, ну, это пока все на бумаге. А здесь я это увидел, наверное, впервые, когда песок такого цвета, что ты веришь. И вообще вот эта достоверность картинки, она просто поражает. Яркость понятна и потрясающая четкость. Когда мы выводили шаблоны, мы тоже очень удивились, насколько точно, ну, там, пиксель в пиксель они выводятся, как будто это какой-то хороший профессиональный монитор, а не проектор. Да? Но в кино это еще больше себя проявило. Вот эта потрясающая четкость и в статике, и в движении. Конечно, какой-то другой уровень, не тот, к которому мы привыкли. Мы в компании Nirvana тестируем в основном, ну, обычные домашние проекторы, да, а здесь мы увидели какой-то другой мир. Я до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Отсюда вопрос. Компания Christie, когда выпускает вот такие модели, как Griffin, с этой огромной яркостью, там, безупречной четкостью, они их как-то адаптируют специально для больших домашних кинозалов? Да, конечно, для нас это важно. Мы адаптируем их и развиваемся в направлении именно домашних кинотеатров. А что мы можем предложить на сегодня? Это другой тип линз. Это Ultra High Contrast линзы, которые понижают нам немножко яркость, но увеличивают контрастность. Это как раз проектор плюс ультраконтрастная линза, то, что нам нужно использовать именно в темной комнате. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, адаптируем. Хотела еще отметить, вы сказали такую фразу про
достоверность. Вот это вообще такая вот миссия нашей компании. То, что мы стараемся добиться, это показать как раз реальную картинку, которую вот создатель задумал. Создатель, там, режиссер, Да. медиахудожник, кто угодно может быть. Вот как он задумал, чтобы зритель так это и увидел. Прям реальную картинку, реальный мир и так далее. Это вот самое важное для Для нас. меня показателем, на самом деле, вот этого является то, как проектор отображает черно-белый контент. Это, на самом деле, очень сложно, особенно когда речь идет о лазере, да, там свои нюансы. Я, как обладатель проектора GVC, могу сказать, что, ну, есть вопросы, скажем так. Здесь у него вопросов не было. И когда мы включили фрагмент из сериала «Рипли», ну, все просто замерли и наслаждались тем, что мы видели. Это было безупречно. Знаете, для меня сегодня на самом деле открытие, потому что я привыкла, что мы всегда показываем RGB в цветах. Ну То вот. есть у меня всегда яркие, зеленые такие презентации, а тут вик классный черно-белый. Я такая, да, точно, ребят? Ну, это на самом деле дорогого стоит. Вот тоже владелец GVC, он знает, о чем идет Как речь. говорят наши коллеги, вот эти зеленые и красные штуки, это не спортивно. Это может любой проектор показать, а вот какие-то детали, нюансы и сложные технические сцены в виде там арены Харконнена в Дюне, напомню зрителям, что данный кадр Вильнёв снимал на инфракрасный объектив, а не на черно-белый. И данная сцена является сложно технической для восприятия, ну, во-первых, зрения человеческого, потому что это на границе видимого спектра. Ну и, соответственно, технически сложно реализовать было. Не любой проектор, который есть сейчас в ассортименте разных компаний, может показать такую передачу цвета на грани человеческого зрения. И это, на самом деле, вот сегодня я, наконец, тоже впервые увидел именно эту сцену на Гриффине. И, конечно, вот это уже спортивно. То есть тот момент, когда мы видим, насколько проектор раскрывается. И это я еще напомню, что у нас яркость была всего лишь 17%. 17%, да, я настаивал на том, что можно и подубавить, потому что очень ярко. Я тоже за подубавить был сегодня, конечно. Но у меня мороз шел по коже, когда мы ее включили, это не шутка. Да. Можно добавить маленькую ложку дегтя в нашу большую бочку меда. Единственное, что мне не хватило в этом проекторе, мы сейчас вопрос о линзе, в общем-то, закрыли, да, у нас была high brightness линза, это понятно. Мне не хватило функции лазерного димминга, когда у вас есть огромная яркость, в темных сценах хочется немножко ее придушить, чтобы, ну, ночь выглядела не как день, как ночь, да. Казалось бы, ну, это, в общем, на уровне процессинга должно решаться, не так, чтобы сложно. В 2024 году на CinemaCon компания Christie представила вот эту технологию VDR. Соответственно, на форумах разные возникают вопросы, будет ли это реализовано в модели Griffin. Очень хороший вопрос. Я еще об этом не рассказывала на российском рынке, но в ноябре, да, мы представим такую же версию VDR для enterprise проекторов. Здорово. Тогда это будет пушка. Да, особенно с высококонтрастной линзой. В общем, владельцы этих проекторов, в основном в Штатах, есть несколько там человек, которые пишут активно на АВС-форуме. Я даже встречал такую точку зрения, что владелец одного из этих, значит, Гриффинов утверждал, что он был в гостях у владельца Christie Eclipse и сказал, что, ну да, черный классный, но в остальном Гриффин-то лучше. Я, честно говоря, удивился такой постановке вопроса и хочу услышать ваше мнение. Может такое быть или нет? Ну, вообще понятие «лучший». У нас ни один проектор не лучший. Каждый наш проектор для своей задачи. В своей задаче он лучший. Но между собой их сравнивать не совсем корректно. Все-таки Eclipse у нас создавался специально с невероятной контрастностью, 20 миллионов к 1. Christie Eclipse, расскажу небольшую историю, она вообще очень интересная, моя любимая. Был создан довольно уже давно, первая версия, и не совсем только благодаря Christie. У нас есть наш коллега Найджел Аршер, такой большой любитель проекционных технологий, и вот он всегда задумывал сделать проектор с нативной, настоящей гигантской контрастностью. Он пришел к нам в Christie, говорит: ребят, давайте вместе с вашим опытом, моими там ресурсами и так далее попробуем что-то такое создать. И получилось. Вышел этот проектор, вообще произвел фурор. Мне больше всего запомнилось, люди рассказывают, что когда они сидели в зале,
и включен был на экране там что-то черно-белое, они смотрят на свои руки, а их не видно. То есть вот этот белый цвет, он настолько не дает вот эту паразитную засветку, контрастность, она настолько вот классная, что ты не видишь себя. Комната остается максимально темной. Проводилось много тестов, много на форумах можно почитать, как проводились настоящие замеры этой контрастности. Она на самом деле 26 такая... миллионов Да, 500 к в итоге 1 26 намерили на миллионов. минуточку. Ну, невероятная Да. цифра. По поводу сравнения с Гриффином, мне кажется, да, Гриффин, наверное, поярче, потому что даже если Да, там с Гриффин, ультраконтраст линзы, все равно остается очень большой запас яркости, и для какого-то гигантского экрана, может быть, это будет лучшее решение. Но Eclipse — это ультимативный вариант во всех отношениях, да, там и работа, я так понимаю, с процессингом, с лазерами, все доведено до какого-то максимального уровня. Александр, есть что по этому Да, поводу добавить? могу сказать, что Гриффин и Eclipse, если мы говорим с точки зрения инженерного проектирования кинозала, конечно, Гриффин выигрывает в компактности. Его можно, так и быть, если совсем нет проекционного окна и выделенного помещения, его, так и быть, можно поставить в зал. Да, он шумноват, но вполне себе там в звукоизоляционный бокс его можно засунуть, и все будет прекрасно. Для Eclipse мы должны понимать, нам нужно выделенное помещение с определенными техническими спецификациями по охлаждению самого помещения. То есть это приточно-вытяжная вентиляция. Ну и, соответственно, он, сами понимаете, каких габаритов. Он очень большой, и поэтому нужно понимать, что Eclipse — это действительно high-end решение, выше него уже нету, но человека, который говорил, что Гриффин ему нравится больше, тоже можно понять, ведь мы все люди разные. Вот, например, мы с Артемом за контрастность больше топим. Есть люди, которые говорят, мне неинтересно, что у меня там в черных деталей нет. Мне главное, вот у меня яркость, вот мы в HDR стандарт 1000 нит как-то вылезли, и мне это устраивает. Вот. Поэтому люди все разные, нужно понимать, что под каждого человека нужно всегда подбирать оборудование именно под его, скажем так, ТЗ. Мгм. Вообще вот компактность — это прям наша очень большая фишка, потому что когда у нас развивались вообще проекционные технологии, раньше у нас всегда источником света были лампы, потом произвел фурор лазер-фосфорный проектор, и уже потом появился RGB. И в чем сложность было сделать RGB? Казалось бы, ну, 3 лазеров запихал, и все супер. Мгм. Так вот, сложность было его запихать как раз в маленькую коробочку. И первый RGB-проектор, который мы выпустили больше 10 лет назад, это был проекционная голова ростом с меня, лазерный блок ростом с меня и охлаждающий блок такой. Как бы, ну, прикольно, но не очень функционально. И только в 2016 году у нас вышел первый проектор, 40-ка, RGB. Вот, все, она уже, мы называем их все в одном. И тогда она весила, по тем меркам, тоже мало, 110 килограмм. Сейчас у нас уже Гриффин весит тут порядка 89 без 80. объектива. 89. Поэтому, да, размер это, конечно, тоже важно. И он у нас суперкомпактный, этим тоже гордимся, тем, что смогли Тут уместить даже все дело в не в трех маленький лазерах, а корпус. в колоссальной яркости, как в таком корпусе они умудряются сделать такую безумную яркость. А вот Eclipse, что интересно, он у нас все еще большой, да, несмотря на то, что третье поколение у нас изменилось, у нас совершенно сейчас новый форм-фактор, он уже меньше, нет отдельного лазерного блока, он внутри проекционной головы, только есть отдельный охлаждающий блок. Но там внутри не 3 DMD-чипа, как у нас во всех проекторах, а 6. То есть там, по сути, 2 проектора поместились в одном. Но Это там же смысл, впечатляет. чтобы зрители, может быть, которые не знакомы с этим вопросом, речь идет о том, что вот один ряд, скажем так, этих DMD-чипов, он с Full HD разрешением, он служит примерно той же цели, что локальное затемнение в телевизорах, да, Мгм. в телевизионных панелях, которые перекрывают свет, Мгм. и таким образом получается у нас абсолютно черный пиксель рядом с абсолютно белым и Мгм. не засвечивают друг друга. Поэтому, когда на обычном проекторе возникает на темном фоне светлый объект, увы, контрастность просто рушится. Здесь этого не происходит. То есть это Мгм. такой эффект OLED на гигантском Мгм. экране. Коль уж мы заговорили о Eclipse, в Россию поставки этого проектора вообще возможны? Возможно. И ожидаем в ближайшее время. Ого. Для нашего замечательного Да. проекта в Нирване у нас есть прекрасный заказчик, который решился на такой проектор. Для него будет это отличный кинозал с 3 рядами посадочными, со специально выделенным помещением, которое проектируется индивидуально под проектор. То есть мы ультимативное решение без компромиссов. Требуется, у нас уже есть технические задания для вентиляционщиков, у нас есть технические задания на проекционное окно,
И у нас экран, мы очень надеемся, постараемся в 260 дюймов туда поставить для, получается, минимум 12 зрителей. Ну и с источником DCP-сервера. Это компания Belair, которая предоставляет нешифрованный DCP-контент. Вот. Также добавлю, что при желании мы можем и, конечно, шифрованный, но для этого нам требуется будет аналог проектора Eclipse. Да. Понятно, что можно использовать этот проектор Griffin в большом, действительно большом домашнем кинозале. А, скажем, вот такой вариант использования для просмотра. Вы знаете, как есть кино в автомобилях, в американских фильмах показывают, они сидят и смотрят на улице. Можно такое устроить? Конечно, можно. В последнее время часто бывают такие запросы, где в резиденциях, в садах, в специальных таких местах ставят экран большой, ставят акустические системы и выводят проекцию на экран. Благодаря просто колоссальной яркости Гриффина, именно вот Гриффина, да, можно добиться, мне кажется, просмотра в сумерках. Даже солнышко еще не село, но уже можно спокойно смотреть. Также без компромиссов. Этот проектор действительно может раскрыться в любых условиях. Вот чем еще хороши Enterprise-версии, Entertainment, точнее, версии, да, тем, что они более многофункциональнее, чем чисто выделенный под домашнее кино проектор. То есть вот Вик не даст соврать, у нас были кейсы, где мэппинг на здание вот этим именно проектором. Это, соответственно, в Каннах, да, пляжные версии кинопоказов и так далее. То есть в этом плане Гриффин, он очень универсальный. Мне даже кажется, в медиакомнатах ведь мы сможем. То есть если есть техническое задание не затемнять полностью пространство, есть у нас какая-нибудь хорошая гостиная, но вот дизайнерским решением у нас очень много поразительных, возможно, засветок будет. И вот, мне кажется, Гриффин — это прекрасное решение для таких вот залов. Ну и поразительная гибкость за счет того, что мы можем убавлять лазер, ну, там, до минимума. То есть возможности использования в помещениях разного размера, они огромные. Поэтому, да, вот там сравнить с Eclipse, вот другая история совсем. Да. Здесь универсальное решение, тоже с огромной яркостью, четкостью и так далее, которое может использоваться вообще как угодно. Потрясающе. Это Native 4K. Да, матрицы-то, извините Да. меня, такие, что, к сожалению, пока в других проекторах домашнего сектора недоступны оказываются. Для таких, да. Texas Instruments не дает их никаким китайцам и ни Да. японцам, никому пока что. Да. Ну, на самом деле, мне вот очень понравилась сейчас идея про летний кинотеатр, потому что оно у нас очень популярно, и ты уже упомянул, в Каннах у нас прям есть отдельный пляжный летний кинотеатр в Каннах. То есть помимо главного зала еще рядом стоит, и там стоит брат Гриффина, киношный такой же. Ну, картинка потрясающая, вообще зал супер, показывает великолепно. Давайте для наших зрителей расскажем вообще отличие коммерческого проектора, например, аналога Гриффина. Какая у него серия названия, я вот просто не вспомню. Аналог Гриффина именно киношный. А он у нас называется, например, CP4455. Да. Без Вот линейок. они отличаются, кстати, тем, даже вот любой может загуглить, как они внешне выглядят. Во-первых, не отличить. Во-вторых, в основном разъемами и специальными средствами по шифрованию коммерческого контента. То есть тот же Eclipse, обязательно надо упомянуть шасси L3 проектора, который сейчас стоит Dolby Cinema. Они практически идентичны, только в коммерции не используется HDMI, там у нас SDI и, соответственно, DisplayPort. Вот. И очень многие, наверное, да, заказчики, которые хотят без компромиссов получить дома проекцию, вот можно сказать, что Christie Eclipse — это по факту брат-близнец Dolby Cinema, а это, на секундочку, одно из ведущих сейчас подразделений показа премиального именно кино. Вот, поэтому можно, как это сказать, если человек хочет построить себе дома копию Dolby Cinema, пожалуйста, это Eclipse и, возможно, Griffin, если... Я думаю, что Griffin тоже справится с такой задачей, кстати, как Dolby Cinema. Да. Пускай не с той контрастностью, как Eclipse. Опять же, с объективом-то будет Опять же, да, с объективом да. мы приходим к тому, что у нас получается тоже ультимативное решение. Просто для своих более таких узких задач нам берем Eclipse, для более широких мы берем Griffin. То есть, если мы с вами говорим про домашний большой кинотеатр,
по сути, ну, кто, если не Гриффин, да? Если у нас большой Да, экран. так и получается, что аналогов альтернатив-то нет. особенно Да, и нет. вообще Ни нету. других производителей, и в линейке компании он, получается, такое особенное место занимает. Обособлен, выделен как флагман флагманов, наверное, я бы сказал бы так вот. У меня были большие сомнения, честно сказать, когда ребята сказали, что давай протестируем вот этот уникальный аппарат. Я думаю, ну какая яркость, небольшой экран, что мы там сможем понять? Мгм. Однако ж нет. Все прекрасно. Однако ж да. нет, да, все потрясающе. Спасибо вам большое за этот разговор, за развернутые ответы на вопросы. Было очень интересно. Вам большое спасибо, что позвали. Очень ждем, когда приедет первый Кристи Эклипс. Мне кажется, я зайду в комнату и расплачусь от радости. Мы Я тоже. Мы рядом будем стоять и И поддерживать, плакать, да. Мы очень ждем его. Потому что я вообще всегда, когда прихожу в какой-нибудь объект, вижу наш проектор, всегда подойду, пылинки с него сдую, такая Поговоришь, маленький, да, с да, ним? поговорю, и он еще ярче светит. Кстати, напомню, что компания Ava Nirvana совместно с Кристи может предоставить уникальный опыт, если у вас уже есть кинозал, у вас есть проектор, и вы вдруг подумали, что вы бы хотели посмотреть Кристи Гриффин, вам не обязательно куда-то ехать. Мы сами к вам приедем, поставим, покажем, настроим, и вы можете действительно сами понять, нужен он вам или нет. Боюсь, что да. Но да, обычно после этого, скорее всего, будет да. Ну, в ваших условиях же всегда комфортнее смотреть. Конечно. По твой кинозал, ты можешь точно оценить, будет ли он у тебя здесь работать так, как ты хочешь. Мгм. Спасибо еще раз. Вам спасибо. Я поражаюсь, когда люди говорят, вот у меня экран 180 дюймов, я хочу взять NZ500. Что? Нет, да базар нет, на 100% лазере он какое-то время будет более-менее нормально показывать. Ну, вопрос, насколько быстро это время закончится. Слушай, ну вот у меня есть заказчик очень хороший. Мы ему поставили XV 5000, потому что он сказал, я, не настолько, конечно, богат, чтобы это вам показываю, что-то серьезное. Хотя он говорит так же, когда-нибудь я проснусь и захочу себе там NZ900. Этого вопросов нет. То есть я ему спроектировал все для замены. Ну и вот. И когда XV ему поставил, у меня там вышло 60 с чем-то нит, 70% 5 лазера, он сказал, что ему темно. Я говорю, ты понимаешь, я могу сделать больше, но мы срочно. Он говорит, похер, давай, пусть горит, вообще досрать, и все. Ну и да. я, говорит, новый куплю. Один хрен, говорит, люди не на всю жизнь его покупают, чтобы выходит что-то новое, пошел, захотел, купил. Можно, это как это называется, каминг-аут, да? Я когда домой приеду, я шарахну-то побольше лазер теперь. После этого Привык. что-то захочется. Ну, смотри. Ну, правда ведь. Нет, Придется покупать новый. Нет, сейчас у меня 53 стоит, чтобы 3, и он Ну, тоже это будет жить нормально. Так нет, и он же, жить. да, у него начинается дегроз вот именно от 80 и выше. До 80 типа безопасно у них Конечно, считается. да, там даже вентиляторы. Да, с вообще не 80 начинают у тебя деградация. Сейчас, причем она не в арифметической прогрессии, она у меня даже табличка есть, она в геометрической. Сначала так вот поднимается, херакс, вот так вот вверх. Я как поклонник черного, знаешь, как настраиваю яркость? Включаю момент из гравитации и настраиваю яркость. Ну что, погнали? Погнали, да. Есть такая тема, муссируемая на форумах, что эти ваши лазерные проекторы, как бы сказать помягче, недолговечны. А вот лампа, она живет в веках, потому что раз в год меняешь, и проектор Как новенький. как новенький. Да. Что, есть ответить? Да, конечно. Во-первых, то, что лампа не всегда у нас будет жить по причине того, что Евросоюз отменил. 16-го года, до свидания. Да, отменил, так сказать, больше нельзя лампы использовать в новых сертифицированных проекторах, только лазерный И источник остаются только света. китайские аналоги с процентом Да. 70-60 от оригинала. Да, это первое. Второе, все-таки нужно понимать, в резиденциях многих, там, премиум решениях заказчику неинтересно менять лампу. Или там даже нанимать, там, звонить, как кого-то там кто-то приедет. Всегда проще решение поставил, включил и забыл. Ну вот. Но опять же, мы 20 тысяч часов. Это мы говорим про проекторы типа GVC Sony. И если мы берем про Кристи, тот же Гриффин, производитель заявляет 50 уже тысяч часов. Вот, и давайте посчитаем просто, если мы нон-стопом, вот сегодня мы включим Кристи Гриффин. Пусть там работает. И вот сколько нам нужно лет, чтобы он начал деградировать? Вот сколько? Вот безрежимная работа, это же вот на Я калькуляторе гуманитарий. можно, да. Дайте-ка.
Да, соответственно, нужно понимать, что действительно в мир вот современных технологий проще... Он морально устареет Он даже устареет, когда раньше, ты, но это ты захочешь серьезно. новый проектор. Вот ты сидишь, думаешь, вот вышел там новый условный там Eclipse V4, и ты такой, ну, типа, все друзья уже на нем, а я... И, как правило, они еще и на вторичный рынок же улетают, и там еще смотрятся до дыр. А опять же, Да, встречал ли ты кого-нибудь сейчас, а ведь лазерные технологии у нас уже давно в проекторах, встречал ли ты кого-нибудь, у кого деградировала матрица уже настолько, что несмотрибелен контент? нет. Я тоже не встречал. У нас есть заказчики там совсем самых первых ревизий лазерных проекторов. Z1 у людей стоит. Z1, да, и первые Соньки, они живые, а Кристи еще и не 20 тысяч, а 50, это еще больше. Да. А вот, может быть, у инженера спросим. У инженера Виктории. Да, инженера Викторию, да, думаю, тут с тобой... Да, но тут важно отметить, во-первых, 25 тысяч – это у нас понижение яркости от 100% до 50. Конечно. Это первое. Во-вторых, мы никогда не рекомендуем использовать проектор на 100% яркости. Если будем его использовать все время, начиная с 80, срок службы будет еще увеличен. Ну и тут еще нам на помощь приходит технология VDR, которая будет, как я уже говорила, скоро доступной для enterprise проекторов. Она нам увеличивает еще на 50% срок службы лазера. И причем простое объяснение. Большая часть контента сейчас, или, скажем так, большая часть сцен в фильмах все-таки темные, не прям уж очень яркие. И поэтому эту запас мощности можно использовать для более ярких сцен, регулируя гибко этот вопрос. Ну и не забываем, что лампа нам никогда не даст такие цвета. Никогда не даст нам охват REC 2020 даже близко. Ртутная лампа REC 709 максимум дает. Там можно спорить по поводу комфортности восприятия и все прочее, гладкости спектра, что действительно Это так. правда. Вот, я на N7 сидел достаточно долго и с большим удовольствием, но когда я перешел на экран 160 дюймов, это стало реальной проблемой. Я очень много смотрю кино, я смотрю каждый день, чтобы вы понимали. Каждые полгода менять лампы, которые сейчас и достать-то сложно. И стоят они довольно серьезных денег. А с 2016 года я полагаю, что производителю просто будет неинтересно этим заниматься. Если на Европу продавать нельзя, то куда? Только Штаты, Китай, там Россия. Ну, то есть, скорее всего, этот рынок просто умрет, этот ламповый. Но он пока у нас не умирает, потому что у нас остается еще коммерческое кино, там ксеноновые проекторы, конечно, до сих пор работают. Я, честно говоря, взял подряд у разных продавцов 2 китайских лампы, не дешевые, вообще не дешевые, одна 25, другая 21 тысяча рублей, и они показывали хуже, чем оригинальная убитая. Я говорю, не, все, до свидания. Это не вариант. Ну, еще, к сожалению, прогресс тормозится. То есть очень часто технологические стандарты бегут быстрее потребителей и даже создателей контента. То есть у нас есть до сих пор режиссеры, снимающие на Full HD. У нас 99%... Английские сериалы «Моя боль». Да, 99% коммерческих кинозалов в мире, я не говорю про Россию, где ты... Там 720p можно, в Оренбурге 720p. Да, вот, пожалуйста. Ну вот, мы говорим про Full HD, то есть не весь мир еще перешел полностью даже на Full HD. Да. Тут у нас появился 4К. Коммерцию, кстати, понять очень легко. Почему? Минимальное вложение денег и максимальное извлечение прибыли. Народ трескает попкорн. Конечно. Зачем мне, вот у меня есть кинозал, приносящий доход. Зачем мне сейчас что-то менять, если люди ходят и смотрят? Убитая лампа, да. Да, и вот я, когда работал в коммерции, самое для меня было забавное, что у нас есть куча технологических стандартов как производителя, так и регионального значения, которые регламентируют определенный срок замены лампы. И я вам честно скажу, 99% кинозалов пренебрегают. И более того, я прихожу, там лампа уже белая, все, налет за ней не видно. Я говорю, ребята, а вы как? Они говорят, ну, темноватенько. А небольшую вот историю из жизни. Такое неуважение к зрителям. Да, к сожалению. Да. Ну, деньги же. Народ хавает, с другой стороны. Да, у меня был случай забавный. Я прихожу на «Бегущего по лезвию», 2049, премьера. Я был очень занят в тот период, и он был из-за выпуска «Салют-7» в IMAX 5 дней всего. Я не попал. Я поехал, значит, на Киевской. У нас есть хороший зал, Формула кино, значит, Dolby Atmos. Я, значит, прихожу, смотрю фильм, и начинается фильм, а я вот так вот... Типа, я ни хрена не вижу вообще. Я думаю, ну, возможно, задумка режиссера, конечно. Просто темненький, да. Ну да, темненький фильм. Но я понимаю, что... Ну, я трейлеры вот смотрел, в автобусе ехал только что, и все как бы, ну,
красочно, я так, хрень какая-то. А дальше я еще звук слышу, что звука не слышу вообще. То есть я слышу речь нормально, а вот эти вот эффекты, ну вот мы сейчас здесь запустим «Бегущего», у нас порвется... Там просто... Да, там ничего нету. Я выхожу из зала, то есть я прям, ну, это начало фильма, вот только-только он улетает с своих этих полей, убив этого репликанта вначале, я выхожу, подхожу к администратору, говорю, извините, можно либо деньги вернуть, либо объяснить, что не так. Она говорит, вы знаете, первое, значит, лампу мы не меняем, потому что, ну, вот пока начинают такие, как вы, жаловаться там по 5-10 жалоб, тогда мы обращаем на это внимание, заказываем из дистрибьютора лампу и меняем. То есть у них даже в наличии нет, они не держат на запас. Они вот, она умерла, звонок дистрибьютору, дистрибьютор приезжает, ставит лампу. А второе, говорит, про звук. Ну, знаете, фильм очень громкий, люди жаловались. Это правда. Мы выключили Atmos-канал и максимально... А дело в том, что мало кто знает, в DCP-контенте типа Dolby Atmos и IMAX нету возможности регулировать громкость. То есть, как бы ты ни Она крутил, зашита. она зашита в файле. Обалдеть. И как они решили филигранную проблему? Просто отключив некоторые окружающие каналы. Это потолок нафиг пошел, и там, скажем... Тише. LFE, да, Всё, там выдернул, отлично, сабвуферы да. молчат, все хорошо, люди не жалуются. То есть требования к искусству у них никакого, требования исключительно к извлечению прибыли. То есть зачем мне что-то там Я делать? Последний раз в Сочи с женой отдыхали, какой-то там зашкварный, я извиняюсь, кинотеатр пришли, смотрели мы какой-то мультфильм, сейчас скажу, «Головоломка 2». М. Звука нет, картинки нет, экран такой, что весь в полосах. Там, по-моему, так склеено посередине было он у них, я не знаю. Это порвался экран, что наверное, это, да. да. Шов, это шов. Я потом полдня отзыв писал, в полном серьезе на 2GIS. Они мне звонят, говорят, вы чего? Вы чего творите? Я говорю, ну, камон, Как вы есть, сами да. виноваты, да. Ну да. Но это вот действительно проблема. А сколько бывает заряженный зал? JBL Pro, Кристи, может быть, даже 4К флагманский, все прекрасно, контент там DCP привозят, все замечательно. Приходишь, ну, какая-то помойка прям, то есть. Это вот, опять же, вопросы, почему люди строят кинозалы у себя. Потому что они не хотят унижения вот этого в публичном зале. Там помимо того, что технологически очень все плохо, мы еще не забываем про социальный аспект, когда слева жует, справа храпит, спереди дерутся. Сзади матерятся, да. Да, то есть этих проблем у нас тоже очень много, а тут у тебя дома включил кнопочку, нажал, Конечно. все запустилось. Это очень важно. Да. Я вот о чем хотел спросить. А интересно знать инсайт у топовых режиссеров. Реально же, наверное, есть домашние кинозалы. Там-то какие проекторы стоят? Ну, есть инсайдерская информация. Опаньки. У Джеймса Кэмерона стоит Кристи Эклипс. Ого. Ну а чего с другой стороны мы ждали? Наверное, кастомный. Вряд ли он Blu-ray смотрит. Да, Это не DCP. DCP, конечно. Digital Cinema Package. Значит, DCP — это достаточно древняя технология, которая с тех пор не меняется. В 2000 году был разработан кодек GPH 2000. Эта технология, вот мы привыкли, что видео — это видео, а на самом деле профессиональное кино — это просто фотокадры, Да. меняющиеся со скоростью 23,9. да. Значит, смысл DCP коробки, там, пакета, в том, что он забирает в себе не сжатую полностью информацию, никаких вообще технологий сжатия не применяются, зашифровывается KDM-ключами, чтобы никто из плохих дяденек ни в коем случае не украл этот контент, и в чистом, так сказать, в чистом первозданном виде, неизмененном, отдается на наш замечательный проектор. Вот. Как правило, в DCP также ходит и аудиодорожка без сжатия. Большинство кинозалов ее показывают в PSM, но если мы говорим про Dolby Atmos, то там сейчас есть, кстати, тут про другого, наверное, ролика разговор, но коммерческий Dolby Atmos больше похож на домашний DTS, где есть ядро. И уже после этого только ядра у нас идет разложение каналов. То есть он немножко отличается. Да, конечно, нам на слух будет казаться, что плюс-минус одинаково, но технология выдачи другая из DCP именно Atmos. Ну и то же самое мы говорим про проектор. То есть средний вес фильма 4К сейчас на сегодняшний день, в зависимости от длины, конечно, фильма, от 450 до там, 2 терабайт за жесткий диск. 450 гигабайт. Гигабайт, да, естественно. Это не Blu-ray, да. Это там, ну, битрейт у них ограничен еще... Я знаю, вот у Кристи разные серверы, есть у Барка, они ограничены некие, ну, битрейтом. А какой битрейт получается? Ну, где-то около 500.
Мама дорогая, то есть HDMI вообще не вариант? HDMI нам не подходит, да, как правило, это либо DisplayPort, либо SDI. SDI протокол, как правило, на 4 канала делится в 4К, то есть каждый канал это 1080, грубо говоря. 4 раза повторяется. Обалдеть. У нас, кстати, Гриффин, забыли, да, вспоминаем, что Гриффин может у нас показывать незашифрованный DCP-контент. Чем у нас нешифрованный отличается от шифрованного? Если мы с тобой вдруг решили, давай, Артем, построим у себя дома DCP, почему нет? Мы это можем, и мы во Нирване можем эту услугу предоставить. Есть компании некоторые, которые показывают нешифрованный DCP для дома. Это вот Belair Cinema. При желании, я уверен, что мы можем и к Кристи обратиться, которые выдадут нам такие сервера, но вопрос, где мы будем брать контент под них. Если в Belair по подписке ты можешь просто скачать, он не шифруется. Вот в чем плюс. Почему? Потому что нешифрованный контент может отдаваться на Кристи Гриффин спокойно, и он его принимает. Если мы вдруг захотим сделать себе полное зеркало настоящего кинозала, у нас ничего не заработает, потому что в Кристи Гриффин отсутствует КДМ-плата, которая проверяет легальность. Там еще забавная штука с расписанием. Вот даже если у тебя есть доступ всех ключей, все, ты чуть ли не... Вот, я генеральный директор IMAX, вот я пришел посмотреть. Если я хочу прямо сейчас фильм запустить, у меня ничего не выйдет. Там составляется специальное расписание, и запускается все автоматически. Я на паузу не могу поставить, промотать что-то я не могу. То есть если я запускаю цифровую копию, именно оригинальную, DCP-шную, с расписанием, я уже смотрю ее как в настоящем кинотеатре, от начала до конца, и на этом все. И титры я тоже не промотаю. Там За коньяком не сбегать. За коньяком только очень быстро, да. Магнит, да, азбука вкуса, скрытая реклама. Нам не платили, правда, за нее, да? Вот. Есть запрос, кстати, в последнее время на DCP-шки дома, потому что это не сжатый контент. И мы вот с Артемом, да, обсуждаем, что же смотреть на таких проекторах, да. То есть вот у меня есть флагман флагманов, у меня есть 4К Native матрица. Стоит ли вообще, как думаешь, смотреть вебку 20-гиговую, какого-нибудь Капитана Америки? Слушайте, во-первых, есть сейчас такая тенденция, что переход в сторону стримингов мы не остановим. Это факт, Это да? факт, да. Apple TV, HBO, Netflix — это такие титаны индустрии, которые начинают уже не только сериалы клепать, но и снимать полноценные фильмы. Там Мартин Скорсезе, извините, и прочее, Да, уходят туда. Увы. Многие фильмы даже не выходят просто в публичных кинотеатрах. Ну, или с поправкой, вот как с Оскаром. У Оскара есть требования, что этот фильм должен пройти. Я думаю, это вопрос времени, когда они сломаются. Уже обошли. Они обошли, они показывают ровно один день в каком-то кинозале, да, в какой-то формально деревне. Соблюдают требования. Формально они соблюли, они показали в кино, да. С этим мы ничего не поделаем. Коли народ смотрит на телевизорах с саундбаром, да, то есть некое упрощение происходит. И физические носители, дай бог, чтобы они жили подольше. Или ушли как с винилом. Да, ушли да, в такую для нишу, такой элитной ниши. Для ценителей Тем не менее, стримингу рознь, я не знаю, по крайней мере, от Apple TV релизы, особых таких нареканий на качество все-таки нет. Да, и фильмы, и сериалы смотрятся даже на большом экране очень здорово. Звук, понятно, чаще всего он там сжатый, хоть и с данными Atmos, но все-таки приличный. Когда это потом выходит на Ultra HD Blu-ray, если выходит, то, конечно, лучше становится. Небо и земля, я бы даже сказал. Да. И тем не менее, я ловлю себя на мысли, что мне не хочется смотреть даже сериалы современные на телевизоре. Совершенно другой интертеймент, когда ты смотришь на большом экране с многоканальной системой. Не знаю, «Игра престолов», извините меня, как она издана, это надо только смотреть на большом экране, потому что, что там ловить на обычном телевизоре. А ты знаешь, что у нас в России даже «Игра престолов», первая и последняя серия сезона всегда показывалась в кино? Показывались в кино. И это правильно совершенно, потому что такого масштаба сериалы, все-таки, я думаю, дальше будет больше и больше, и денег туда вкладывается совсем не меньше уже, чем в кинопроизводство. Даже, наверное, сопоставимо, потому что, как ни странно, точнее, наверное, это не странно, но тут же Netflix, его капитализация и заработки, они бьют рекорды, и некоторые киносети уже просто завидуют им. Да, и именно сериальная тема, потому что это масс-маркет, это пришел с работы, включил часовую серию или трехчасовой, я там Оппенгеймера посмотрел. Честно говоря, у меня так примерно и происходит, то есть мы смотрим с женой сериалы с понедельника по четверг, пятница, суббота, воскресенье, это фильмы, потому что я не могу себе позволить 2,5-3 часа смотреть, в понедельник, не вариант. А сериалы это позволяет, это здорово на самом деле, и
Человек, у которого есть домашняя киносистема, кинозал, кайфует, в том числе и в этом плане. Да? Еще сокращает время. Ну, представляешь, вот тебе надо собраться. Ну, конечно, отсутствует, правда, эффект вот этого выезда куда-то, как Честно свидание, да, ты с говоря. женой выходишь, с детьми выходишь, куда-то едешь. А но... теперь вспомни про потухшие лампы, Да, про да. ненастроенный Да. проектор. Но, с другой стороны, представляешь, ты не людей, у которых катастрофически нет времени. Вот человек на работах все время, и вот он может позволить себе зайти к себе в свою Конечно, пещеру, тогда Мгм. включить на большом экране. Да даже сериал, да почему нет? Почему нет? Даже старый сериал, там, не знаю, «Друзей» захотел посмотреть. Легко. Да, там будет у нас 4:3, но тем не менее включил и посмотрел. Мне кажется, это гораздо комфортнее, чем куда-то идти. Там, У меня что-то. телевизор только для YouTube, чтобы вы понимали. То есть я уже не могу смотреть никакой контент, ни сериалов, ни Мгм. видео, ни фильмов, то только в кинозале. Это Ну что, YouTube ты не смотришь на проекторе? На проекторе? Жалко. Качество не очень, качество, честно говоря. качество, ну да. Пока меня не устраивает. Ну, кстати, минус, да, проекторов нужен, любого проектора. Чем хуже у тебя качество контента и выше система, тем больше ты этих косяков Ну, на экране естественно, видишь. Почему я даже- вебки не люблю? Да, То есть вебка на- на телевизоре вообще вопросов Конечно, нет. Вебка на телевизоре даже иногда избыточно, тэппловская точно избыточная будет. А если мы говорим на домашнем кинозале, то чем выше битрейт, тем Ну, лучше... последнее, то, что меня, вот, например, прям поразило по картинке, Когда- «Белый лотос». «Белый лотос», Совершенно да. верно, да. Это забавная история. Снято Меня- на такие камеры, что ты просто сидишь и обалдеваешь. То есть у тебя темные ночные сцены, но качество настолько превосходное. Это вот та самая Придраться камера, некому. которой Джеймс Кэмерон снимал второй Да. и третий Вот «Аватары». так вот, да. То есть Вау. сериалы сейчас стали такие, что, Мгм. ребят, какой телевизор? Кстати, вот эти все камеры, что Эри, что Sony, что пленка IMAX, их же нельзя купить ни в коем случае. Ты можешь их Мгм. только арендовать у них же. Ну, вот так. И это очень дорого стоит, иногда бывает технических вот этих вот моментов. Это даже тот же, помните, Нолан с «Темным рыцарем». Никогда не забуду на Blu-ray, вот кто увлекается, посмотрите обязательно доп. Материалы о том, как они снимали сцену Да. в туннеле. Да. И там юмор такой стоит, Кристофер Нолан, на него задают вопрос. Ну, вообще, как вот IMAX-камеры, такие экшн-сцены, а там, чтобы вы поняли, IMAX-камеры размером с 2 меня, ее почему у нас многие фильмы жалуются, да, что почему у нас то нормальный кадр широкий, то у нас полоски. Ее невозможно, вот сюда мы IMAX-камеру не занесем. Ей не хватит раскрыться, она огромная, тяжелая. А Нолан на самолеты их А ставил. Нолан, да, и вот и в туннеле Нолан везет и рассказывает, говорит, вот у нас была проблема, как нам на IMAX-камеры в закрытом туннеле в Нью-Йорке, перекрыв дорогу, вот буквально там нам на час разрешили взорвать еще грузовик по натурке. И, говорит, эту проблему мы решили, кроме одной. Всего в мире, говорит, было 4 пленочных IMAX-камеры, теперь 3. И там есть прям видео, как он на кране держит эту камеру, и она прям об колонну такая, баш, просто. Там скорость 50 км в час была у них. Кошмар. Вот. И по Lotus, да, ты мне тогда написал, я был на работе, ты написал, у меня этот MDB Pro просто есть, да, я могу смотреть, кто на что снимал. Да, я говорю, Саша, а на какие камеры Мгм. снимался? Потому что картинка Картинка, поразительная да. просто какая-то и по цветам. Так, а там, по-моему, еще 16:9, да, я просто А не где помню. ты уже. смотришь это? Есть MDB сайт, но... Pro, там Мгм. нужен Да, там аккаунт. раньше было, они разрешали бесплатно смотреть Technical Spec, а сейчас они сказали, типа, подписчики да, Мгм. свои только могут. Ну, там, я не помню, какая сумма, но не такая уж большая, что Мгм. просто с России оплатить это целая история, а так, как бы... Вывод какой? Если когда-нибудь даже публичные кинотеатры помрут, люди, у которых есть свои, останутся. Да. Будут наслаждаться, Да, продолжать. вот и все. Конечно, Так что, конечно. ребята, делайте выводы. Вопрос из зала. У меня нету 30 миллионов на кинотеатр домашний, но есть 2000. Хочу посмотреть в Москве очень качественную картинку. Если только что я услышал, что формула кино не меняет лампы, где есть вообще хоть один зал? Он спрашивает про то, где посмотреть кино в нормальном качестве. Просто. Если есть коммерческий просто кинотеатр. Да, он же Какой не то, что хороший дома. сходить в этом Существуют ли плане. общественные кинозалы, общественные. где любят зрители? Смотри, компания IMAX и Dolby Cinema на сегодняшний день это единственные компании, которые, разработав свой стандарт, очень требовательно относятся как к проектированию зала, к геометрии, к расстановке акустических систем, так и к его обслуживанию. И вот когда у нас IMAX, еще не уйдя из России, здесь присутствовал, очень часто, очень легко можно было потерять IMAX. Если ты что-то у себя сделал не то, а нет, ты мониторе 24/7,
то тебя могли просто прийти дядьки и сказать: теперь ты не IMAX, все, извини, мы забираем сервер, и дальше делай, что хочешь. То есть к качеству контента в IMAX всегда лампы менялись ровно 700 часов. При паспортных данных 2000 менялось на 700. Обалдеть. Да, потому что они не хотели, чтобы контент как-то изменялся. А с приходом лазерных технологий у нас в 2016 году был открыт флагманский IMAX лазер-зал. Формула кино, кстати, это тоже находится в ТЦ «Океания», Славянский бульвар. После этого через год второй. Мы, кстати, были единственные в мире, где 2 IMAX лазера, флагманских дуал лазера, стояли в одном городе. Больше ни у кого такого не было. Потом уже в Лос-Анджелесе, потом в Нью-Йорке их несколько уже было. Мы были первые. А в «Титане» был самый большой экран в Европе. И был второй в мире. Пока, то есть даже он пару месяцев был самым первым в мире. Почему? Пока Сидней закрыли 38 метров. Лианберг потом открылся 38 метров. У нас он 32. Каширская плаза, метро Домодедовская. Но, увы, известные события. Сейчас там крутят обычные, скажем так, не шифрованные DCP-шки. Но проекторы те же. Проекторы те же, но там есть нюанс очень большой. Проектор находится в стаке, то есть их 2 штуки, работают они вместе. Когда ты запускаешь IMAX-контент, подписанный DRM именно IMAX, он включается, все показывает, все замечательно. Но если ты за него загоняешь не шифрованное что-то, или даже шифрованное, но не подписанное компанией IMAX, у тебя второй проектор выключается, а первый занижает яркость на 80%. Офигеть. Вот так вот. Там остается детский сад, да. Да, и контрастность падает из-за этого, естественно, яркость уже не та. Экран огромный, 32 метра, ты представляешь, там 2 проектора, то уже еле-еле. Они, вот эти 150 нит, они уже еле-еле вписываются, а когда у тебя один работает, у тебя все это, плюс обычно DCP-шка не IMAX-овская, она Full HD, апскейлера там никакого, соответственно, нет, это коммерческое решение. Вот. И, собственно, на сегодня, отвечая на вопросы зала, на сегодня мы не можем найти Вот так. в Москве место, кроме как вот этого замечательного шоурума, где можно посмотреть кино в том самом качестве, в первозданном, вот как задумывал режиссер. К сожалению, не можем сейчас пока посмотреть. Да. Даже в тех местах, где оно раньше было. Итак, настало время подвести итоги. Может быть, это прозвучит несколько пафосно, но Griffin без преувеличения потрясающий проектор. Мы уже несколько лет тестируем проекторы для домашнего кинотеатра, но это гость совсем из другого мира, мира большого кино. Он позволит создать этот мир в просторной резиденции и каждодневно наслаждаться ощущением, которое возникает на премьерном показе долгожданного фильма. С ним вы можете включить любой шедевр прошлых лет или громкую новинку и создать свое эксклюзивное пространство абсолютного погружения в кино, которое подарит незабываемые эмоции от просмотра. Изображение, которое создает Griffin, можно назвать по-хорошему аналоговым, лишенным раздражающего цифрового налета. Оно максимально натуральное, как раскрытое окно, невероятно яркое, безупречно четкое и детальное, с невероятно глубоким цветом. Да, далеко не каждый сможет позволить себе такой аппарат, но если такая возможность есть, если вы хотите построить кинозал с экраном больше 240 дюймов, Griffin будет тем редким проектором, который сможет воплотить вашу мечту в реальность. А компании Nirvana и Christie будут рады помочь вам в этом. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал и написать свои впечатления в комментариях под этим роликом. Так вы поможете развитию канала. Кроме того, вы можете обсудить любые вопросы, связанные с созданием домашних кинозалов, медиакомнат и стереосистем на нашем форуме в Telegram. Ссылки вы найдете в описании к ролику. До скорых встреч, друзья! Переходи на темную сторону, Кристи.